Итак, ребята, всем привет. У меня сейчас 14 число, и завтра будет встреча Трампа и Путина. Но так как я еще живу в прошлом, вы будете смотреть этот ролик в настоящем, когда встреча уже произойдет. Я же хочу записать все-таки свои мысли и свои ощущения, потому что так или иначе все складывается в тот самый пазл, в ту самую картину, которую я изначально видела. И я не зря начала выкладывать свои старые подкасты с телеграм-канала на YouTube, потому что многие их не видели, не слышали, и они не до конца понимают, что я имею в виду в своих роликах, особенно на политические темы, когда говорю о глобальном сговоре и прочем, потому что то, что я изначально видела о массовом сговоре начала мирового противостояния, кто не смотрел, не слышал эти подкасты, посмотрите. Видео сейчас будут выходить с пометкой, что это подкасты с моего телеграм-канала «Древние души». Там я рассказывала про Венесуэлу и как она стала последней каплей в начале мирового противостояния. А также там мы можем заметить то, когда гегемонии некие объединились. И все, что сейчас происходит внутри нашего мира, противостояние, которое сейчас идет вокруг Украины, это не противостояние США, Европы и Украины против России. В этом сговоре замешано гораздо больше лиц. Это и Китай, и Индия, и многие другие страны, о чем я в этих подкастах упоминала. И сейчас мы даже можем видеть то, как реагируют некоторые страны на введение тех же двоичных санкций. То есть почему, допустим, когда шло речь о том, что ставили ультиматум России, чтобы они заканчивали свои военные действия, то есть США те же самые накладывали пошлины на Индию, что они накладывают пошлины на Индию для того, чтобы остановить Москву. И как Индия на это реагировала? Правильно подписывала дополнительные соглашения о сотрудничестве с Москвой. То же самое было и с другими странами, в том числе с Бразилией и прочее. Те же самые китайцы, которые стоят горой. То есть это все не просто так. Саудиты, страны ОПЕК, БРИКС и так далее, они стоят в теневой стороне конфликта. Они открыто не выступают, они открыто не говорят, что мы там на этой или на той стороне, но тем не менее своими действиями, своими реакциями они четко дают понять, что они играют в этом конфликте не последнюю роль. Поэтому для того, чтобы понять, какую именно роль во всем этом играют другие страны, я советую вам посмотреть эти подкасты, ролики, которые я сейчас перезаливаю с ДД в YouTube. Они дают очень много того, чтобы понимать вообще всю структуру конфликта, глубину этого конфликта. И Трамп здесь играет не последнюю роль, потому что я в свое время говорила, что именно Трамп та фигура, которую поддерживали эти же самые, грубо говоря, саудиты, и прочие, в том, чтобы он занял пост. И я говорила, что они очень много вложили в него, та сторона противостояния, в которой в том числе и Россия находится, точнее Владимир Путин. Причем надо понимать, что он там не один, и в большинстве своем это те, кто управляют реально страной, не номинально. И сейчас они не все удовлетворены тем, что происходит, но то, что разворачивается сейчас перед нами, это, по сути, где-то даже большой спектакль. То есть мы с вами сейчас лицезреем, как макиавеллизм сражается с нарциссизмом.
То есть я уже употребляла эту фразу управление манипулятором, то есть когда манипулируют манипулятором. И это мы сейчас видим в полной красе. Например, я говорила вам еще до того, как записывала этот ролик, когда Трамп выдвинул ультиматум, что вот там, если там в течение там какого-то срока Путин, значит, не одумается, будет тра-та-та-та-та. Я говорила, что мало ли что там вот это вот, да мы сейчас, да вот, если мы тут ультиматум поставили и все это игра где-то на публику, это игра на то, чтобы манипуляторы, которыми сейчас манипулируют, думали, что все складывается так, как им нужно. То есть манипуляторы — это те, кто манипулирует в Европе, те, кто пытается, опять же, да, сделать так, чтобы Трамп принимал решения, которые нужны им. Это те, которые также наускивают и властей в Украине, да, и говорят, вот надо делать вот это, вот это, вот это. Я, кстати, рассказывала вам, что они уже тоже понимают, что жареным пахнет, и я у себя в канале в древних душах часто рассказываю какие-то видения, которые мне приходят. Например, вот относительно недавно я рассказала о том, как я видела на тонком, как некоторые лица, какие-то кураторы, которые были европейскими кураторами и работали напрямую с властью, курировали, да, органы власти, они спешно покидали Украину, то есть улетали оттуда. Видимо, из-за того, что там уже нет смысла им оставаться, то есть они, знаете, как бросили тех, кого они курировали, то есть, грубо говоря, они говорили капитану корабля, а как рулить к тем берегам, к которым он хочет вырулить, а в итоге, когда поняли, что ихние же вот эти вот моменты курирования привели к тому, что корабль разбился о скалы, они, знаете, как крысы те самые, побежали первые с корабля, то есть они уже понимают, что этот корабль никуда не доплывет, сказали, да-да-да, вы дальше плывите, мы же там вам все дали, да, вот, и оттуда побежали. Вот такие образы идут на сравнение. И понятное дело, что те, которые курировали и которые в Европе, допустим, вот это все делают и продолжают нагнетать вот эту партию огня, им, конечно, на людей, на людские жизни и так далее глубоко наплевать. Но меня многие упрекают, особенно в моих там видео, что вот ты как бы там ничего не говоришь там про Путина, про Россию и так далее. Но что я могу сказать? Ребята, пожалуйста, вот слушайте внимательно то, что я говорю, потому что я очень часто говорю про многое, в том числе и про Россию. Я говорю о том, что, допустим, вот так-то тоже плохо поступать, как бы, и те картины, которые я вижу относительно, допустим, того, что происходит со стороны РФ, тоже весьма такие, то есть где люди, как и со стороны Украины, это пиксели для достижения целей, да, каких-то. И мне на самом деле все это ужасно наблюдать, то есть я не считаю людей пикселями, которыми можно, знаете, играть, как в старой вот этой древней игрушке Дюна, захватывать чего-то там и так далее, то есть, да, причем это как со стороны, да неважно какой РФ там, Украины там или еще других, это человеческая жизнь, и она священна, но мы все живем в мире, где это происходит, и в том числе люди, которые туда идут, как бы на вот это все, они тоже где-то такой выбор свой делают, тем более в моей стране, где как бы во многом люди сами идут для того, чтобы сделать там, я не знаю, чего-то добиться, может, пытаются или еще что-то, делают этот выбор ввиду тех или иных причин. Идут служить туда, и это выбор человека. То есть ты тоже не можешь сделать за него выбор, не можешь прожить его жизнь. Также я понимаю, что макиавеллизм — это
именно манипулирование, да, на уровне власти, то есть это то, что я как раз-таки всегда называла подковерными играми вот этими, да, политическими, оно так или иначе не очень сильно оглядывается на вот какие-то такие вещи. Оно оглядывается на то, что достижение цели любой ценой, то есть и это достаточно очень, конечно, можно все что угодно говорить о том, что как это ужасно, как это еще что-то, но макиавеллизм, оно не зря входит в темную триаду, да, в тройку, вот, темной триады, и как-то рассуждать об этом вот достаточно тяжело. Но я говорила, что то, что будет происходить на мировой арене, там нет хороших и нет плохих. Не делите на дуальность, нет каких-то там условно белых, прекрасных, там замечательных шляп, которые вот будут сражаться, як ангелы на поприще, да, вот ценя жизнь каждого комарика. Это будет грязь, ребят, потому что с глобалами и вот в этой вот политике там нет ничего доброго и светлого. И там сражение будет идти с темными же методами. То есть, да, там это все будет идти на уровне вот этих вот, знаете, когда там, грубо говоря, одни балансеры будут с другими воевать. В том числе я рассказывала о том, что балансеры, то есть у которых есть и светлая, и темная сторона, будут там воевать с чистыми темными. И за счет того, что у них больше опыта, одержат победу. Это как раз таки те самые души, которые могут манипулировать манипуляторами. И оглядываясь на Дональда Трампа, я вижу очень четко, что этот как раз таки человек, он очень умело умеет манипулировать манипуляторами. И я говорила еще в одном из ранних видео, еще до того, как вся вот эта вот минеральная сделка состоялась, да, с Зеленским и так далее, я говорила о том, что стороны России и США, они в принципе уже поделили территории, то есть они уже решили, то есть какие территории, куда и зачем будут идти. И сейчас я в этом только еще больше убеждаюсь. Если мы с вами оглянемся немного назад, мы увидим, что еще только-только, когда Трамп начал говорить о том, что надо завершать конфликт на Украине, он очень четко говорил о том, что Украине придется нести какие-то территориальные уступки. То есть это были такие еще закидывания удочек и так далее, да. Далее уже он начал как-то более об этом говорить, где на тот момент еще шли бои в Курской области. И, естественно, на тот момент Зеленский всячески отрицал, что какие-то территориальные уступки будут, тем более, что мы за вот эту вот часть Курской области обменяем вообще все, да. На что, конечно же, то есть Трамп, так как у него уже была изначальная договоренность, не мог сказать, что ну да, вот сейчас давайте. И что шло дальше? Помните, да, я говорила о том, что когда прекратили поставки оружия, да, задержали еще что-то, был нанесен прям такой очень мощный прорыв РФ, причем как раз-таки освободили они Курскую область, там вот эту вот спецоперацию провели, очень огромную, которая позволила освободить эти районы. И, конечно же, эта спецоперация давно готовилась, она не придумалась за один день, но очень уж сильно хорошо совпало то, что в этот момент американцы отключили системы как раз-таки разведки, то есть они перестали поставлять Украине разведданные, что-либо еще, и в этот момент получился вот этот Курский прорыв. Если же можно сказать, что да, они воспользовались случаем, что вот сейчас это все отключено и побежали, но я думаю, что здесь это было не так. Я даже не думаю, я чувствую. Я это чувствовала тогда и говорила о том, что мне так идет. Я это чувствую сейчас. То есть им нужно было избавить
грубо говоря, вот эту украинскую сторону от этого преимущества. То есть и это нужно было не Путину, чтобы вы услышали. Путину-то понятно, это нужно было Трампу. Трампу нужно было, чтобы это преимущество у Зеленского пропало. То есть в манипуляции манипулятором самое главное это когда у манипулятора не остается козырей, да. Помните тот самый разговор между Трампом и Зеленским, когда Трамп говорил: у тебя нет козырей, у тебя нет козырей, а он говорил: нет, вот у меня, да, он говорил: нет, у тебя нет козырей. И здесь он четко начал лишать его всех вот этих козырей. То есть мы можем увидеть, как после того, как Трамп пришел к власти, когда он сегодня вроде как за Зеленского и говорит: та-та-та, Путин, да, а завтра он такой: да, вроде Путин хороший, там, а-та-та, Зеленский, он играет на качелях вот этих вот Зеленского, то есть он Зеленского выводит на эмоциональные качели, хотя тот сам еще тот еще качатор неплохой, и вводит его в заблуждение. То есть когда Зеленского, грубо говоря, это вот очень классно работает с манипуляторами. Может быть, кто вот как раз смотрит мои ролики про психологии, также слушает в солнечном клубе, я там очень много говорю о работе над собой, о мыслях, да, в том числе помогаю вам вот с абьюзивными вопросами, да, какими-то показываю, где что, как реагировать на манипуляторов и так далее. Вот послушайте, очень интересный момент. Мы можем на вот этом примере увидеть, как четко манипулятора раскачивают. То есть в каком моменте? Сначала ему дают осознать, что все хорошо. Причем здесь мы видим и то, как Трамп это проделывает с европейскими лидерами тоже, не только с Зеленским. Но также я думаю, что он подобным образом поступал, допустим, и будучи в бизнесе. То есть сначала он говорит: да, все классно, я на твоей стороне, там все, мы с тобой договорились, да. Он как бы делает ощущение у человека, создает, что все хорошо, да, ты можешь мне доверять, все пошло так, как ты хочешь, да, то есть и человек уходит с ощущением, что он контролирует ситуацию, что ситуация под его контролем, и в этот момент, когда он идет с ощущением, что он все контролирует, он теряет бдительность. В каком виде? То есть Трамп ему дает иллюзию этого контроля, он не дает ему этот контроль на самом деле, он дает иллюзию контроля и говорит: да, конечно, мы будем это делать, да, конечно, там это все вот должно вот быть вот так, та-та-та-та-та-та, а потом, когда он сам уже ведет двойную игру, то есть жертвы вот эти вот, которыми манипулируют, они не понимают то, что Трамп совершает, что на самом деле он им навалил лапши с 3 короба, да, сдал иллюзию какую-то вот эту вот, и потом в тот момент, когда ему надо, он как обухом на голову вываливает ровно противоположное. Вот просто проанализируйте, кто хорошо умеет анализировать событийные ряды, вот посмотрите события, которые следуют. Это очень четко видно, как он это делает. И поэтому мы так или иначе можем видеть, да, как Трамп ведет свою игру, как он вот просто прет как танк против вот этого всего. Его пытались, опять же, там демократы подавить и так далее, и у них ничего не получилось. Самое интересное, помните, ребята, вот насколько можно доверять словам Дональда Трампа именно на какую-то публику, когда он так или иначе говорил о том, что вот постоянно говорил: вот Китай — это самый главный враг, Китай, он прям вот об этом постоянно говорил. Но когда мы видим, когда начались вводиться вот эти вот пошлины, кого он завалил этими пошлинами в первую очередь? ЕС, Канаду, да, там другие страны, которые близлежащие, но Китай тоже он ввалил пошлины, но тем не менее открытого противостояния с Китаем у него пока нет.
опять же, слово «пока», да, но когда он начал говорить о том, что вот сейчас мы, значит, введем вторичные санкции на тех, кто там поддерживает РФ и так далее, ввел он эти санкции на Индию, не на Китай, да. Опять же, вот этот момент, с кем работает Дональд Трамп и с кем он пытается как бы вот перестроить вот этот мировой порядок. Я уже говорила о том, что в принципе сейчас те лидеры, которые встали во главе больших огромных стран, то есть там это Китай, США, Индия, Россия, Бразилия, в общем, мы говорим о больших странах, да, именно, они хотят переделать вот этот мировой порядок под себя. И это не то, что хотят глобалы. Они хотят, чтобы те, кто управлял этими странами, имели все. А те, кто управляет этими странами, это то в первую очередь, да, это же не только избранные президенты. Все мы знаем вот эту вот демократию, ну, понимаем, что кого надо, того и выберут, да, как бы, я думаю, это всем понятно во всех странах, вот, особенно в Европе, в свободной, прекрасной Европе, в которой уже всех, наверное, кандидатов, которых нельзя, просто объявили там, я не знаю, чуть ли не террористическими организациями, это просто ужасно. Если честно, я была в шоке. Все это сейчас очень сильно показательно происходит. Того, как в Германии вот это вот была партия, там девушка такая интересная выступала постоянно, я за ней наблюдала периодами, и сейчас ее партию там закрывают, что вообще какой-то происходит трэш. Это, конечно, уже тоталитарная вещь. Я не буду говорить о том, что у меня как-то вот в стране происходит все типа все хорошо, а там в других странах как-то вот по-другому. Но давайте смотреть правде в глаза, да. Это вот тот самый момент, когда человек говорит там, вот, зато у Петьки и у Васьки там все очень плохо, да, вот у меня все хорошо, но когда у него вот это вот прокисшее молоко из-под кровати вытекает, он такой, нет, вы этого не видели, да, то есть в чужом глазу мы видим, а в своем не замечаем, да, и вот тыкаем на другого и не замечаем, что проблемы у меня тоже есть, то есть, а ты точно такой же, что ты тыкаешь на других, когда ты точно такой же, то есть нет вот этих вот хороших, плохих там политиков, хороших демократов, плохих там республиканцев или там хороших республиканцев, плохих демократов. Каждый из этих людей именно свое хочет увидеть. Так вот, мы здесь можем с вами, да, причем здесь я тут встречу вообще Трампа и Путина. Зачем я так долго к этому всему подходила? Я хочу, чтобы вы увидели главное, что нету никакого а-ля противостояния между Трампом и Путиным. Это все игра, причем очень-очень тщательная игра. Трамп не дурак. Да, он далеко не дурак, и не увидеть, как в Турции во время мирных переговоров подрывают самолеты, которые несут ядерные какие-то ракеты могут переносить, ну, это только дурак не среагирует, да, и скажет, что это нормально. Нет, это не нормально, но реакцию, да, он сделает вид, как будто вот, ну, ничего не произошло, да, но это не значит, что он это не намотал на ус и как бы не решил, что с этим надо работать. И я думаю, что, в принципе, мы дальше видим их реакцию, да, тех же самых американцев и русских на это все. То есть, когда после этого всего Путин начал очень жестоко там заваливать бомбардировками, то есть Кремль, да, начал жестоко заваливать бомбардировками Киев и окрестности, Трамп что сказал? Ну, он в своем праве ответить, да, то есть он никак на это не среагировал. И посмотрите, как реально это происходит. То есть, если раньше что-то куда-то попало, малейшая какая-то ракета, еще что-то, сразу же там СМИ говорили, вот, значит, все плохо, там что-то там опять начали какие-то ракеты,
там Зеленский говорил: вот, посмотрите, они там, там бомбы на нас скидывают, там и так далее. И тут же там западные политики подхватывали: вот, там какой ужас происходит и так далее. И, естественно, тут выступал Байден и говорил: конечно же, это ужасно, вот, значит, нам надо еще отправить Киеву 50 миллиардов долларов. И все, да, на этом все заканчивалось. То сейчас, посмотрите, да, то есть что-то происходит, и все как бы вроде как не молчат, вот оно происходит, да, вот там бомбят и так далее, но с учетом того, что бомбят в 10 или в 20 раз больше, чем до этого, уже такого вот пафоса вокруг этого всего не собирают. То есть ничего такого, что вот как вот раньше там с шашкой наголо стояли, орали, такого нет. И это я сейчас говорю про западных политиков и Трампа. И по сути, то, что вижу я, что это даже чуть ли не согласовано. То есть тогда был телефонный разговор между Трампом и Путиным, и вот это давление, я о нем говорила, его согласовывали. То есть Путин говорил Трампу, что я вот сейчас, да, вот не хочет идти Киев ни на какие уступки, там не хотят они никак вот чего-то делать, то, что надо нам, да, о наших договоренностях. То есть они между собой договорились, Трамп и Путин, и они сейчас всеми силами путем манипуляций манипуляторами пытаются привести тот же Киев, ту же Европу просто к тому, что нужно им, понимаете? Вот в чем фишка. И все вот эти: да, мы ведем жесткие санкции на Россию сейчас, да, а потом, ну что, будем вводить? Да не будем. Вот это. Или там: вот сейчас, вот там, вот если вот он сейчас не согласится, он столкнется с последствиями. Да, конечно. А потом какие последствия? Никаких. Я сейчас не говорю, что они там лучшие друзья и дружат с друг другом против там кого-то. Нет. Если у них вдруг разойдутся какие-то мнения, если вдруг они перестанут идти к одной и той же цели и сидеть в одной лодке, то тогда, да, начнется противостояние, как, допустим, было у Трампа с Илоном Маском, когда он использовал Илона Маска, опять же, для достижения каких-то своих целей. Говорил: да, Илон, мы с тобой в одной лодке, мы с тобой, да, плывем в одном направлении, видим одно и то же, мы хотим добиться одних и тех же целей. И они шли к одним и тем же целям, как казалось Илону Маску. Но когда дело коснулось чего-то, то есть Илон столкнулся с реальностью, где просто, Трамп делал то, что ему надо, а Илон как бы здесь был использован в этом во всем, да, в игре Трампа как источник, грубо говоря, того, что ему нужно для этой игры. Поэтому Трамп очень умелый манипулятор, но и нужно понимать, что тот, кто сильно этим манипуляциям не поддается, это как раз-таки человек, который тоже поработал в свое время в таких серьезных инстанциях и знает о манипуляциях все, понимаете? Вот. Поэтому, если мы посмотрим вот именно с точки зрения макиавеллизма на то, что происходит сейчас между Путиным и Трампом, то мы увидим, что Путин, что Трамп оба являются очень и очень хорошими манипуляторами, очень такими людьми расчетливыми, просчетливыми. И что один, да, он преследует свои цели, что второй также преследует свои цели. И да, они будут улыбаться друг другу, да, они будут говорить о чем-то, да, но они оба чувствуют друг друга, и пока что их цели совпадают, они будут действовать сообща. То есть вот этот момент, когда, знаете, манипулятор чувствует другого манипулятора, и они объединяются для достижения общих целей. Каждый из них сам по себе, но когда их цели примерно одинаковые, то здесь мы видим очень-очень серьезное объединение, то есть они могут, я не знаю, горы свернуть, да, вдвоем, если только у них не пойдут внутренние разногласия. Это, опять же, я даже говорила вот в предыдущих роликах, я говорила о ссоре Трампа с Маском, и я там тоже упоминала вот этот момент, что два лидера,
несомненных лидера, да, человека, которые двигаются в какой-то, с каким-то своим целям, и они объединяются для того, чтобы сделать что-то большое, великое, да, но каждый лидер идет своим путем, каждый лидер, он видит свои цели для своей реализации, и поэтому, когда возникают разногласия, каждый начинает тянуть одеяло на себя, но здесь лидерство — это лидерство, вот если мы возьмем, допустим, ту же самую Европу, где просто есть манипуляторы во власти, которые не идут как таковым целям, паразитируют, допустим, очень много там паразитов, да, которые работают на глобалистов, то здесь очевидно, почему они теряют свои позиции, почему они не могут, допустим, манипулировать и управлять тем же самым Трампом, почему у них это не получается. Поэтому я бы сказала, что дальше мы будем видеть примерно ту же самую картину, что саммит, который состоялся у европейских лидеров с Трампом перед встречей с Путиным, будет опять же давать вот этим европейским лидерам иллюзию контроля, того, что Трамп именно говорит: да, конечно, мы сейчас все заодно будем на этого Путина, значит, там пытаться что-то давить, еще что-то делать и так далее. Они такие: да, мы же с вами одной крови, да, мы как те самые Маугли с Багирой. И после Трамп едет к Путину, и они договариваются о дальнейших мерах давления на ту же самую Европу, а также Украину, для того, чтобы эти структуры как раз-таки принимали те решения, да, которые для себя, то есть именно приняли Трамп и Путин, то есть чтобы они их договоренности принимали, а не пытались вносить что-то свое. Об этом уже много чего говорено, но посмотрите, что говорят те же самые там европейские и прочие СМИ, когда они говорят о том, что Европу пытаются исключить из стола переговоров, да, что только вот Путин и Трамп пытаются договориться, а также Владимир Зеленский постоянно употребляет одну и ту же фразу как мантру: ничего по Украине не будет договариваться без Украины, да, по Украине никто не будет договариваться за столом переговоров без Украины. То есть почему он эту фразу опять же употребляет постоянно? Потому что это все происходит, то есть и он это чувствует, да, он не говорит о том, что там все хорошо, естественно, мы там будем участвовать, да, но он как будто этим как бы говорит, что нет, я там не согласен с тем, что вы пытаетесь без меня вот решить судьбу этой страны, то есть нет, то есть без Украины там никто не будет это делать, то есть он таким образом пытается значимость своей личности выдержать в этом во всем, потому что для него значимость его личности ввиду его структуры внутренней, скажем так, да, она очень сильно завышена, то есть этот человек, его структура личности полностью зациклена на нем самом, и для него вот то, что его фигуру исключат из чего-то вот такого, для него это подобно смерти, то есть он должен быть главным, и он еще должен всем рассказывать, каким образом, значит, вот все должны действовать, и говорить о том, как всем поступать. Ну, это вот как раз-таки про разговоры о манипулировании манипуляторами, что как раз-таки его пытаются опять же зажать в том, чтобы он согласился на это. То есть очень многое из его речи даже можно увидеть, как он чувствует, то есть ему дают иллюзию контроля и тут же ее разбивают. И в тот момент, когда у него этот контроль из-под ног уходит, да, он чувствует, что контроль потерян, он теряется, то есть он находится в уязвимом положении, так же, как Европа. То есть они привыкли, да, где-то управлять, привыкли вот к этому контролю, что они все контролируют, но когда у человека дают иллюзию контроля, а потом эту иллюзию контроля из-под ног выбивают, человек становится уязвимым, и он не продумывал
то, как мне вот в такой ситуации, когда у меня нет контроля, действовать. Опять же, вспоминаем, да, те же самые слова Путина, когда Трамп говорил, что вот я там недоволен Путиным, вот он как-то там поступил, да, и так далее. И Путин сказал такую фразу, что все проблемы от излишних ожиданий, да, то есть здесь мы тоже можем увидеть вот этот момент, что Путин тоже не поддается на иллюзии контроля, да, то есть потому что он эту же иллюзию дает Трампу, грубо говоря, что где-то Трамп контролирует его ситуацию и так далее, и потом говорит, ну, я же вам вроде как сказал, что да, давайте договариваться, но тут же ничего не обещал, да, то есть он тоже дает показывает Трампу, что он точно такой же контролер, как и Трамп, и им придется играть на равных, то есть ты не сможешь усидеть на двух стульях, и тебе придется все-таки со мной больше считаться, да, то есть не играй двойную игру против меня. То есть это мы тоже можем очень четко увидеть. Поэтому я думаю так, что сейчас вот эта вот встреча, тем более встреча на Аляске, здравствуйте, да, когда все кричали о том, что надо там какому-то суду, как только Путин приедет в какую-то страну, сразу его арестовать и так далее. Помните вот эти вот крики-вздохи? И тут же, то есть самая первая страна, которая об этом орала, принимает сама Владимира Путина, причем не где-то, а на Аляске, что является как раз-таки исторически, да, территорией России, то есть, которая была при Екатерине еще, по-моему, я вот не помню, вот, вошла в состав США, Аляска, и, то есть, это как раз-таки та земля, которая объединяет и США, и Россию, являясь как бы вот таким вот буфером, да, звеном, где российская культура и американская культура вот смешались и стали единым целым. И это очень тоже не просто так выбранная территория, то есть для того, чтобы показать, опять же, всему миру, в том числе Зеленскому, который орал, что Путин от вас через целый океан, и Трамп говорит, ты что, там пешком можно дойти, да? От России до нас, как бы пешком по льду можно дотопать. То есть там расстояние не такое большое, и как раз вот это тоже указывает, что вот, мы же соседи, мы же вообще тут ближайшие, а вы-то как раз от нас за океаном. То есть они вот это вот все тоже такими действиями показывают, то есть вот этим вот объединением и прочим. И это очень серьезные звоночки, то есть это все действует на подсознательном ментальном уровне, то есть это вот уровень манипуляции даже с выбором той территории, где они будут встречаться, да, это очень умелое манипулирование, в том числе психикой других людей, то есть Европы, да, тем же самыми людьми в Украине, которые держат там сейчас власть, потому что это дает им импульсы того, что контроля-то у них и нет. Они вроде как пытаются удержать все под контролем, но почва под их ногами шатается, вот это вот неустойчивое положение, они себя больше не чувствуют, то есть, грубо говоря, хозяевами ситуации, те, кто может диктовать, да, правила, то есть, и когда вот это перелом роли сменяется, то есть они пока что еще не переломилась роль, да, они пока что еще чувствуют, что я еще все-таки хочу принимать решения, да, я не тот, кто будет принимать, ну, то есть не жертва, которая будет соглашаться на чужие, да, принятие чужих решений, то есть я все-таки тот, кто хочет быть главным, кто хочет находиться в сильной позиции, принимать какие-то решения, все, но все, абсолютно все, вот если вы посмотрите, реально проанализируете действия Трампа относительно Европы и Украины, то вы четко можете отследить, я, по крайней мере, это очень хорошо вижу, вот, то, как он их передавливает в позицию того, кто соглашается на условия, то есть себя в позицию того, кто диктует эти условия, то есть он их с этого пьедестала тех, кто диктует условия, просто переламывает в тех, кто их принимает, то есть с сильной позиции их переламывает в слабую позицию. Это очень сильно заметно. И очень сильно заметно также то, что Путин
в этом во всем тоже принимают очень активное участие. То есть я бы не сказала, что лично Путин, власти РФ, да, те, кто на самом деле управляет страной. Кстати, я смотрела на тонком тоже те, кто на самом деле управляет РФ. Этот подкаст есть в Телеграме у меня, то есть во вкладке там файлики, по-моему, или музыка, вот, телеграм-канал, там есть все вот эти вот мои подкасты, я там тоже рассказывала, кто на самом деле управляет страной, то есть не один человек там принимает решение, это все, опять же, да, публика, то есть публика воспринимает это все, но на самом деле то там все гораздо глубже. Поэтому, ребята, не стоит ждать от этой встречи каких-то таких моментов, что вот сейчас там Трамп нагнет Путина, и Путин сразу же согласится на то, чтобы там значит, принять там условия Европы и Украины и так далее. Просто поймите, что Трамп это не тот, кто будет отстаивать права маленьких гавкающих собачек. Вот как бы это сейчас ни звучало. То есть Европа и Украина это не его двухлетние детки, которые им повелевают и говорят, у меня вот есть там старший брат или папа, вот он сейчас придет и настучит тебе по морде. Нет, так не будет. То есть Трамп не будет выполнять инфантильные желания, да, и отстаивать интересы Европы и Украины. Ему это не интересно. И знаете почему? Потому что единственное, что волнует Трампа, это его собственный интерес. Ему плевать на остальных, да. Интересы остальных – это их интересы. Ему глубоко фиолетово на чужие интересы. И то, что он сейчас, по сути, делает, это скидывает вот такого вот рататуя, да, который там управлял раньше Америком, да, крысиного рататуя со своей головы и говорит, нет, вот тем поваром ты управлял, а здесь давай-ка шинкуй и готовь суп сам. Вот и все. Вот такие вот дела, ребятки. Так что есть над чем подумать. Я, конечно же, даже не удивлюсь, если в комментариях у меня опять появятся люди, которые не сильно понимают вообще в том, что происходит, не сильно умеют отличать то, что там говорят СМИ от реальности, да, от правды, и не совсем понимают, что то, что говорят на публику, и то, что делают на самом деле, это абсолютно разные вещи, то есть которые верят в какие-то вот эти вот стереотипные восприятия, да, не понимая, насколько политика это вообще такая, знаете, подковерная история, вот, и будут там мне опять рассказывать, что я ничего не понимаю, конечно же, ничего там я не вижу, сейчас вот там произойдет волшебное волшебство, и сбудется то, о чем пишет Нью-Йорк Таймс, но, к сожалению, в нашей жизни это так не работает. Ну, а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, чтобы, опять же, не забыть про новые видео, да, не упустить их. Ну, а также всех жду в своем солнечном клубе на прямые эфиры. Сейчас я веду видеоэфир, то есть меня можно увидеть и посмотреть. Так что, кому было интересно, как я там выгляжу, welcome, давайте знакомиться. Ну, на этом у меня все. Всем пока-пока.